Авиакомпания Air Arabian заканчивает посадку на рейс в Шардж, потом в Мале. Короче, вы и так знаете, где и сколько часов пересадка. Passengers, Air Arabian is completing boarding for its flight to Sharjah. Как? Не знаю, вставлять это. Не вставлять это. Ну, сниму. Чего непонятно. Хватит пить кофе, жрать Джемисон и ля-ля-ля. Ноги в руки и на рейс, ворота номер... А какой номер, не скажу. Наташ, посмотри-ка на них. Мы тут в Москве, в какой-то будке сидим, а они на Мальдивы собрались. Добрый день. Добрый день. Это каюта 16 или... Пардон, я ошибся. 16. Вы тоже здесь едете? Да, будем знакомы. Казадоев Геннадий Петрович. Очень приятно. Горбунков Семен Семенович. Приятно. Надеюсь, мы подружимся. Конечно. А вы какие-нибудь сувениры с собой берете? Нет. Я взял. Водку. Вот они, счастливчики, я вас запалю. Провезли и правильно сделали. И никто никого ничего не вытащил. А я бы мог сделать в бутылочке Кока-Колы 6 штучек, смешать 50 на 50. Мог бы, но не сделал. Надо было брать не рюкзак, а самый маленький чемодан и сдать в багаж. Аэрофлотом без вариантов что-то провести, особенно в стекле. А нашим рейсом с пересадкой в Шардже даже не заморачивались бы. Так интересно. Здесь литр 12-летнего Джонни Уолкер $99, 10 тысяч. У нас где-то 3500. Давай 4 колы полулитровые по 100 рублей. Здесь она по $4. Ну, правда, родная 11600. Блин, 7500. Ладно, Джонни Уолкер, конечно, жирно с колой смешивать. Возьму Label 5, литр. Здесь он $87. У нас 1200. Плюс кола, минусую. Сука, все равно немало. Смешать с колой 1 к 1, цвет должен быть похож. Цвет отличается. Ну, я запечатал, пломбу, все это сделал. If anybody needs. Если кому-то нужны маски, короче. We also don't have, we need to rent it. So I would like to know their size and what things they... Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Хорошо, как сейчас на Мальдивах, а не в этой промозглой зиме. Любоваться вечерним приливом. От столицы стартуем в Мале. Познакомились немного на панике с нашей яхтой Ocean Sapphire. 22 человека компания, ждет нас бездны загадочный мир. Пили виски, пили пиво и мечтали о Мальдивах. Для меня невиданное диво, как 8-е чудо из чудес. Карамельные Мальдивы, в ним есть свой особый интерес. Растафарай, Растафарай, о-о, Растафарай, о-о, Растафарай, о-о, Растафарай, Растафарай, о-о, Растафарай, о-о, Роча, Растафарай. Помощь нужна?
Чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Мам! А ну, щенок, в сторону, пшел отсюда! You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Теплотой вспоминаю наши вечерние посиделки на яхте, когда после ужина уже темно, мы все вместе поднимались на третью палубу, рассаживались возле джакузи, кто с чаем, кто с водой, кто с кофе. Часами сидели, смотрели на звезды и разговаривали, рассуждали о смысле жизни. Но больше всего понравился мне тот момент, когда ребята рассказывали такие факты, которые я не знал, именно о Мальдивах. После этого я шел в каюту, брал блокнот, все это записывал, чтобы рассказать после вам. Уже умиротворенный, спокойный, довольный, ложился спать под тихий рокот мотора. Оказывается, на Мальдивах белый песок состоит из неперевариваемых кусочков измельченного коралла, выбрасываемого рыбой и попугаем. За год одна такая рыбка производит целую тонну песка, и он не нагревается на солнце. Название Мальдивы происходит от санскритского «маладвипа», что означает «гирлянда островов», а современное литературное арабское название – Дибаджат. Территория страны, а точнее республики Мальдивы, насчитывает 1194 острова, объединенные в 26 атоллов, и лишь 202 острова населены людьми. В это сложно поверить, но первый отель здесь открылся только в 1972 году, а в 1960-х годах острова посетила специальная комиссия ООН, которая признала их непригодными для развития туризма. В стране не было ни банков, ни телефонной связи, ни отелей. Для связи с ближайшей страной, Шри-Ланкой, использовали азбуку Морзе. Но нашлись три энтузиаста, которые решили построить на необитаемом островке несколько бунгало. Они назвали курорт Курумба, что с местного диалекта означает «кокос». Так, ладно, на этом пока все. Как сказала главная героиня из сериала «Бандитский Петербург», я буду рассказывать все постепенно, а то информации можно отравиться, как едой, если долго голодал. Take care of the earth, the message is clear.
With love in our hearts and the world in our hands, together we'll rise, let's make our stand. Наверное, романтики хватит на время. Поплывали с мантами ночью в лучах прожекторное солнце, конечно, но дивно. Атоллы, кораллы будут сниться во снах. Как же сравнили наш лайнер с соседским. Очередной день удался, как всегда. А теперь пошумим, ребятки, не по-детски. Правда, погодка не очень, но это хуйня. The future we build, let's learn from the past. Don't go to Mars, let's stay and thrive. In this beautiful world, we'll keep love alive. So let's hold each other, let's make it last. В один из вечеров я поднялся на верхнюю палубу и никого не обнаружил. Все оказались на носу яхты. Все смотрели в темноту, вдаль. На мой робкий вопрос, что вы тут делаете, кто-то тихо ответил: ждем. А ждали так называемую алкобаржу. Почему именно в этот вечер, я понял позже, когда подошел к бару и попросил бутылку виски, но ее не оказалось. Тут логика такая: по закону алкоголь запрещено продавать на земле. Острова резорта исключение. Но про продажу алкоголя на воде в законе ничего нет. Между алкобаржей и пляжем курсирует небольшая лодка. Насколько я понял, это не магазин, где можно увезти алкоголь с собой. Это скорее бар, купил и выпил. Цены на алкашку такие же сумасшедшие, как и на резортах. По мнению многих, Мальдивы – это Индийский океан. Но на самом деле это Лакадивское море, 20% границы которого примыкает к Индии. Остальная часть непосредственно граничит с Индийским океаном. Граница Лакадивского моря пролегает по западным и южным атоллам Мальдив, а где точно никто вам и не скажет. Поэтому не будет большой ошибкой говорить, что это Индийский океан. Именно в этой части Индийского океана проходит сильное теплое муссонное течение. В мире подобных морей не так много. Один из хороших примеров – Саргассово море, которое просто со всех сторон окружено океаном. О нем я рассказал на своем канале в фильме про Мексику. Юр, ты поймал? Какой же ты подлец, а! Ни хрена себе! Что делаем? Что, не рвется лес, что это вообще? Что он сказал, отпустим, да? Конечно, говорит, достанем крючок. Не. Не, ребят, ну что за рыбалка? Ну давайте я не согласен. Ну хотя бы положите ее сюда, хоть мы. Я не согласен. Отпускайте. Я не согласен. Не согласна я, нет. Отпустил? Точно она? Это походу манта уже. Ты посмотри, я вообще не могу ничего сделать. Lie awake in bed at night, think about your life. Do you want to be different? Try to let go of the truth, the battles of your youth. 'Cause this is just a game, it's a beautiful life. Such a perfect denial, such a beautiful life to believe in. Beautiful, beautiful life, it makes me. It's time to forget about the past, to wash away what happened last.
with an empty face. Don't ask too much, just say, 'cause this is just a game. It's a beautiful life, such a perfect denial, such a beautiful life to believe in. Beautiful, beautiful life, it makes me lie. Lie. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. It makes me. Everyone's looking at me. I'm running round in circles, baby. A quiet desperation burning higher. I've got to remember this is just a game. Life, such a perfect denial, such a beautiful life to believe in. Beautiful, beautiful life, it makes me. По сравнению с курортами, на локальных островах, подобных этому, где живут местные, вы найдете более дешевое жилье и относительно дешевую еду. На все острова большинство товаров заводится за границу, поэтому некоторых обычных предметов может и не быть, или же они имеют высокую стоимость. Я это понял по сигаретам. Пачка говнястого ЛМ стоит $15, а Мальборо 16. Несколько интересных фактов. Во время дождей дождевую воду собирают все жители Мальдив, даже очень состоятельные люди. Вода дорогая, потому что во всей стране нет ни одной реки. Деньги Мальдивских островов часто возглавляют всевозможные рейтинги, как самые красивые деньги мира. Мальдивские острова – это единственный стопроцентный мусульманский архипелаг в мире. В стране запрещена любая миссионерская деятельность, причем за это предусмотрено тюремное заключение. Если простым языком, запрещена пропаганда любой религии, кроме ислама. Несмотря на то, что многие пары выбирают Мальдивы для проведения медового месяца, они славятся самым высоким уровнем разводов в мире. Около половины всех браков в стране распадается в течение года. Назад бы мне сказали, где сотру свои кроссовки в тряпки, в каких морях и странах побываю. Я бы ответил: не несите чушь, ребятки. Каждый день встречают нас кораллы в большом множестве повсюду острова. Тут прекрасно все, атоллы, рыбы, скаты, даже мы в пинине из песка. Мы прошли почти, окончен отдых. Скоро все, вернемся мы домой. Шепот волн, заката, желтый отблеск. 100% Мальдивы, рай земной. Море, солнце и шум мотора яхты будут сниться мне в прекрасных, чудных снах. А что в Москве сейчас? Грязюка и морозы, и ходить придется в куртках и штанах. Запив виска прохладной сладкой колой, с верхней палубы на волны я смотрю и балдею от того, что происходит, как мелеет ночь в руках зарю. Дни проходят почти, окончен отдых. Скоро все, вернемся мы домой. Шепот волн, заката, желтый отблеск. 100% Мальдивы, рай земной. И шум мотора яхты будут сниться мне в прекрасных, чудных снах. А
сумасшествие набрали на эту яхту. Очень много. Тончен отдых, скоро все вернемся мы домой. Шепот вон заката, желтый отблеск. Кто же спорит, что Мальдивы рай земной? Дни проходят, почти окончен отдых. Скоро все вернемся мы домой. Шепот волн заката, желтый отблеск. 100% Мальдивы рай земной. Последний вечер перед вылетом домой нас отвезли на Мале, а точнее на остров Хунхуле, сделанный специально для размещения международного аэропорта Вилана. Взлетно-посадочная полоса проходит по всей его длине. Чтобы попасть в столицу, которая расположена на соседнем острове, надо преодолеть 2-километровый мост Синамале, открытый только в 2018 году. Чтобы не тратить время, мы взяли такси за $10 в одну сторону. Мальдивы угодили в книгу рекордов Гиннесса как страна с самым плоским рельефом в мире. Средняя высота над уровнем моря 1,8 метра. Сама столица, и это единственный город, находится на высоте 90 сантиметров. Как утверждают, это самая маленькая столица, хотя в Тихом океане есть островные государства, столиц которых еще меньше. События 2004 года, когда погибло больше 300 тысяч человек, лучший пример того, что может произойти с Мальдивами. Подводное землетрясение магнитудой 9,1 балла подняло цунами высотой 15 метров, которое достигло Мальдивских островов примерно через 2 часа после толчка. Высота волны была уже 4 метра, но и этого хватило, чтобы унести жизни более 100 человек и разрушить город. Чтобы защитить столицу от волн Индийского океана, был построен бетонный волнорез. $136 миллионов выделили японцы. В 2009 году правительство Мальдивских островов провело под водой заседание Кабинета министров, первое в своем роде, чтобы подчеркнуть угрозу глобального потепления. Как ни странно прозвучит, но Мальдивы – это не про экологию и бережное отношение к природе. На локальных островах нет канализации, вернее она есть, но в виде большой трубы, которая уходит на 300-400 метров от берега в океан. Поэтому в каждом туалете, в каждом номере у туристов висит объявление о запрете выкидывать туалетную бумагу и прочие гигиенические принадлежности в унитаз. Также тут практически нет ветряков и солнечных панелей. На каждом острове стоит дизельная подстанция, которая обеспечивает его электричеством. Для них кораблями привозят дизельное топливо, и тарахтят они круглые сутки, а выхлопы в атмосферу. Тилафуши – искусственный остров, созданный для сбора мусора, скапливающийся на Мальдивах. Остров расположен примерно в 6 километров от Мале. Он имеет длину 7 километров и в ширину около 200 метров. Он был создан на месте естественной лагуны. Способ утилизации мусора на Мальдивах – просто его закапывать. Мальдивский национальный язык – дхивехи. Буквы на нем, которых всего 24, записывают слева направо. При этом гласные буквы обозначаются кружочками и запятыми, расставленными над или под согласными. Называется мальдивская письменность Тхана. А еще здесь один из самых высоких показателей грамотности в мире – 98%. К слову, в 1970-х годах это было еще 70%. В стране введен полный запрет на блюда из свинины. Изначально жители Мальдивских островов были буддистами, но уже более 800 лет, с 1153 года, страна является мусульманской, причем самой маленькой из мусульманских стран. В отличие от других стран, выходными днями на Мальдивах являются пятница, суббота. Если вы прилетаете самостоятельно в Мале в четверг вечером, то до места отдыха раньше субботы вы не доберетесь. Есть исключения, но они стоят очень дорого. Просто трансфер от аэропорта, например, до курорта Курумба, начинается от $100 с человека в обе стороны. А это всего минут 10 пути на скоростной лодке. Ввозить домашних животных в страну тоже нельзя. На Мальдивах нет собак, от слова совсем. Их содержание здесь официально запрещено, а вот кошек на островах хватает.
Наслаждаясь чудными закатами, днем и утром бирюзой морской воды, под водой акулами и скатами. Это место, где сбываются мечты. Думали, неделя это много, на часы махнули мы рукой. Плавали, купались, загорали, время хлоп, и всем пора домой. День прошел, и ночь настала. Виски пьем и смотрим на море. Было круто, но неделя это мало. Всем пока, увидимся в Москве. Вот и утро, столица в ярком свете, и не ведает город шальной, что гуляла толпа до рассвета, а теперь с грустным фейсом домой. Хватит гулять.